Но 24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев перевернулась. Это был шок и полное отрицание всего происходящего. Вести бизнес в Украине в военное время – это огромный стресс. Какие изменения ждут рынок косметического сырья? Но здесь есть огромное но. Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Елена на канале Косметическая кухня Бьюр. И именно здесь на протяжении многих лет я делюсь рецептами приготовления косметики своими руками. Я всегда использую компоненты только магазина Бьюр, который я сама лично создала в 2009 году и успешно развивала все эти годы. На моем канале с завидной регулярностью публиковались самые разнообразные рецепты. Но 24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев перевернулась. Все проснулись под взрывы ракет и осознали одно – началась война. Очень сложно сказать, какие мысли были в тот момент в голове. 24 февраля я находилась в другой стране и должна была вернуться в Одессу в марте. Но сейчас уже май, и в Одессу я до сих пор не вернулась. Скажите, интересно ли вам услышать мою личную историю? Где я, как устроилась и какие планы на будущее. Но сегодня я бы хотела уделить внимание моему детищу, а именно интернет-магазину косметических компонентов под названием Бьюр. Как мы работаем сейчас, какие у нас планы на будущее и какие изменения ждут рынок косметического сырья в ближайшее время. Если вам интересно, обязательно нажимайте лайк, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. Первое, что я хочу сказать, вести бизнес в Украине в военное время – это огромный стресс. И первый вопрос, который каждый владелец бизнеса задает себе каждое утро – а зачем я это делаю? Ведь в один момент, когда прилетит очередная ракета, ты можешь потерять все, что делал на протяжении жизни. Казалось бы логичным распродать весь склад по дешевке, забрать эти деньги и просто переждать. Но я так не умею, я всегда продолжаю двигаться дальше, и именно этим я сейчас и занимаюсь. Со мной сильная команда сотрудников и практически все на своих рабочих местах, и вперед мы двигаемся вместе. Хотя в самом начале войны многие сотрудники разъехались, магазин полностью не работал 2 недели. Но спустя время сотрудники начали возвращаться, ведь невозможно сидеть далеко без дела только по той одной причине, что просто необходимо кормить себя и свою семью. Первый день был очень волнительным. Все боялись выходить в офис и на склад, ведь никто не понимал, какое место сейчас в Украине безопасное. Впрочем, как и до сих пор, никто этого не знает. Мы не знали, как будет работать банковская система, как будут отправляться посылки, кто их будет довозить на отделение, как долго они будут идти к клиентам. С 9 марта мы начали работать в дежурном графике в будние дни до 14:00. Также хотела сделать маленькую ремарочку, что магазин Бьюр отправляет заказы по всему миру с помощью Укрпочты. Что же касается сырья, которое мы закупаем и продаем, хочется сказать, что многие импортеры сырья в Украине в марте перестали работать. И мы продавали только те запасы, которые у нас были в наличии, и со страхом представляли тот момент, а что же будет, когда все закончится. Склады некоторых наших поставщиков были взорваны ракетными ударами, и, следовательно, их сырья в один момент не стало. Но в апреле многие украинские дистрибьюторы потихонечку начали возобновлять свою работу, и у нас начались новые поставки товара, чему мы были очень рады. Но здесь есть огромное но. Ведь многие косметические компоненты завозились в Украину исключительно под наш заказ, то есть мы его размещали, делали предоплату и ожидали данное сырье в течение 4-8 недель. Сейчас же в связи с тем, что авиадоставка отсутствует, морские порты закрыты и логистика очень сильно усложнилась. Сейчас все заявки на заказное сырье принимаются по 100% предоплате, и никто не обещает никаких сроков доставки. То есть нам, как магазину, необходимо полностью оплачивать все свои заказы, но при этом совершенно не понимать, когда мы их получим. Поэтому, дорогие наши клиенты, когда вы спрашиваете, а когда приедет тот или иной компонент, ответ один – мы не знаем ничего.
Но хочу вас предупредить, что будут большие перебои со многими продуктами, а некоторые компоненты, которые мы продавали в очень маленьких количествах, мы вовсе исключим из ассортимента в этот сложный период, потому что на нас ложатся риски, что мы не успеем его реализовать до истечения срока годности, поэтому надеемся на ваше понимание. Что могу сказать по отдельным группам товаров? К примеру, CO2 экстракты у нас очень скоро закончатся, и новые поставки мы не получим, потому что производство в Украине, к сожалению, закрылось. Где в дальнейшем брать CO2 экстракты? Это наш вопрос, и сейчас мы занимаемся поисками альтернативного поставщика. Единственное, что я хотела бы сказать, что такой приемлемой цены, как была на украинские CO2 экстракты, к сожалению, больше не будет. По эмульгаторам сейчас тоже есть перебои, особенно по катионной кондиционирующей группе. У нас размещены заказы на весь ассортимент катионных эмульгаторов, который раньше был в магазине Бюр. Но, к сожалению, из-за сложностей логистики данные заказы очень сильно задерживаются. Поэтому мы изучаем рынок и находим альтернативные варианты. И если один эмульгатор у нас закончится, мы предложим вам другой, и, возможно, он будет даже лучше. Много полезной информации о состоянии косметического рынка и описание многих компонентов мы публикуем на нашей инстаграм-страничке, а также в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей. Коротко ситуацию по компонентам я вам описала, и в принципе данная информация относится к абсолютно всему нашему ассортименту. Я не буду вдаваться в подробности по конкретным товарам, но в комментариях могу ответить, как обстоят дела с тем или иным активом. Можете писать это все в вопросах под видео. Отдельное внимание я бы хотела уделить косметической упаковке. В ассортименте магазина Бьюр у нас была тара украинского, белорусского, польского, а также китайского производства. Как вы можете догадаться, белорусская тара очень скоро исчезнет из ассортимента, а это были белые баночки с вкладышем на 15, 30 и 50 мл. В Украине практически все производства возобновили свою работу по выдобу пластиковой тары, что очень радует. Но давайте копнем немножко глубже. Сырье для выдоба пластиковой тары в Украине поставляется из Китая. Но поскольку авиадоставка и порты сейчас закрыты, в ближайшее время может возникнуть проблема именно с поставкой сырья для выдува пластиковых флаконов. Я уверена, что логистику возобновят и этим уже занимаются. Однако будьте готовы, что могут быть небольшие перебои с пластиковыми флаконами. И, конечно же, Китай. Из Китая мы сами импортировали красивую элитную упаковку, стеклянные баночки и флаконы, вакуумные флаконы, тубы для блеска, помады, туши и прочую упаковку. Перед самой войной, буквально 22 февраля, в Одесский порт зашло судно с 2 большими заказами с косметической упаковкой. Так вот, один из этих заказов с горем пополам нам удалось получить только в апреле. А вот второй большой заказ с вакуумной упаковкой, он приплыл в Одессу, уплыл из Одессы и до сих пор находится в других странах и никак не может попасть на территорию Украины. А мы все ждем, и данная картина наглядно описывает ситуацию, что мы сами не понимаем, когда мы получим ранее заказанные и оплаченные флакончики для того, чтобы они появились в продаже. Что же касается цен на товары интернет-магазина Бьюр, сразу хочу сказать, что все цены уже начали повышаться и будут повышаться с приходом каждой новой партии товара. Это связано с очень сложной и дорогой логистикой, а также с повышением курса валют. Ведь практически все косметические компоненты и тара – это импортное сырье, и цена на них привязана либо к доллару, либо к евро. Это видео получилось немножко дольше, чем я ожидала, но мне хотелось простыми словами рассказать вам, что же происходит на рынке косметического сырья и чего вам стоит ожидать в ближайшем будущем. Поэтому обязательно ставьте лайк, а также делитесь данным видео с другими кремоварами, которые обязаны знать, что же происходит на рынке косметического сырья.